Привет, Roblox! Уже выбили нового Хьюга огненную скалу? Нет? Не отчаивайтесь, вы еще про обновленного не слышали, что Хьюг оленя можно выбить. Ну и про цену поговорим, не переключайтесь, сейчас поделюсь всей известной информацией. Вчера вышло обновление счетчика в Pet Simulator X. Блин, любое маленькое изменение возле этого фонтана уже отдельная тема для ролика, просто посмотрите. Престон обещал обновление на 3 миллиона лайков, и мы это сделали. Мы собрали нужную сумму, но Престон... Мне очень понравился скриншот зрителя на эту тему. Просто по-другому не скажешь. Бах, и счетчик обновляется, зараза. Да, но на 8 дней вперед. Ждите еще неделю, говорит Престон. Ну как же так? Он до сих пор свою тянучку тянет. Но, говорит, не отчаивайтесь, ведь теперь Хьюги есть в каждом яйце. Их можно выбивать все 8 дней. И тут меня просто понесло в Pet Simulator. Бросив все другие дела, я принялась за открытие яиц и даже поначалу хотела проделать это с несколькими аккаунтами. Но пришла к выводу, что один донатерский аккаунт с автооткрытием и тройным открытием яиц превосходит их всех вместе. Эпичный ролик не вышел, я поставила фарм на ночь, и на утро, что вы думаете? Нифига мне не выпало. Нифига. И это при том, что Твиттер кишит скриншотами игроков, которые смогли выбить 1, 2, 3 и 4 штуки за одну ночь. Как так? А вы говорите, донатерский ак. Донат не влияет на шанс выбить эксклюзивку. Но я набралась терпения, прошло всего около 10 часов, как вдруг... Я обнаруживаю в инвентаре одного Хьюга лавового камня. Да, он мне выпал спустя 10 часов тупого открывания яиц. Мы с ребятами пообщались в Дискорде и сделали вывод, что минимально большое количество затрачиваемого времени примерно составляет 10-11 часов открытия. Еще есть разница в серверах. Как обычно, по традиции, на серверах, которые впервые получили эту обнову, выбить Хьюга можно было чаще. Сейчас вроде бы шанс уменьшили, но это похоже на слухи. Да, бывает, что Хьюг падает после 2 часов открытия. Может, блин, и такое быть, что с первого яйца выпадет, но в целом, как мне кажется, никакие шансы никто не менял, и если вы еще не выбили скалу, потратить нужно где-то 10-11 часов. Чтобы не вылетать с игры, можно поставить автокликер и открывать с него яйца. Цена новых Хьюгов. Наверняка всех интересует цена. Что ж, все торгуются. Самый дорогой Хьюг считается радужный. Выбить его можно из золотого яйца. Цена, по информации, которую мне дали ребята, у радужного Хьюга составляет 300 миллиардов алмазов. У золотого и обычного что-то в районе 60 миллиардов. Честно, мое мнение, цена сильно завышена. Это раз, и два. Эти Хьюги вполне вероятно опередят всех Хьюгов в игре по общему количеству. А значит, никак не могут они быть дороже той же Гиппомилон эксклюзивки. Со временем игроки это поймут. Поэтому, если вам удалось выбить несколько штук, лучше их продать сейчас. Потом неизвестно, что будет с игрой, сколько еще Престон будет тянуть с обновой. Обнова! Вот о чем мне нужно вам вскоре рассказать. Ну, во-первых, в игре есть еще какой-то Хьюг зачарованный олень. То ли он с фэнтези мира падает, то ли еще ниоткуда не падает. Но я попробую все-таки пооткрывать яйца ночью и в фэнтези мире, и потом расскажу вам, что же вышло. Все-таки в самой обнове сказано так. Эксклюзивные питомцы падают со всех яиц. Я надеюсь, его тоже можно выбить. Таким образом, он будет стоить дороже лавового камешка. Престон не торопится с обновой. Все сливы, которые я показывала в прошлом ролике, только сопровождаются надписью над фонтаном «Хардкор». Знаете, я прям так и вижу, как в день обновы небо в Pet Simulator затягивается огненными тучами. В руках каждого игрока появляется меч, и сверху надпись «Победи или потеряй все». Ну просто надпись такая красная и устрашающая. Но все, что показал Престон, это домик из первой локации Сити, город, с открытой дверью, и вопрос к фанатам. Хотели бы вы туда зайти? Разве что только этот домик теперь расположен в локации Void. И как-то это не очень вяжется с надписью «Хардкор», с одной стороны, но с другой я кое-что скажу позже. Итак, игроки предлагают такую теорию, и зрители в их числе, что хардкор это всего лишь новая редкость, но, ребята, хардкор дословно это какая-то жесткая, непробиваемая корка, ядро с шероховатой поверхностью и как-то не особо вписывается в градацию редкостей. Того же магматического куба можно было бы назвать хардкором. Это было бы логично. Но я склоняюсь к версии, что все-таки это какой-то мод. Я настолько в это верю, что пришлось даже немного запариться, чтобы создать такую визуальную версию обновления. И этому служит еще одно косвенное доказательство.
Void — это такая локация-мост, соединяющая другие миры пет-симулятора. Пиксельный мир, подводный мир, фэнтези и техно. Фэнтези и техно как бы в одном мире с Void, а вот у пиксельного мира и подводного есть свои островки. И у этого домика тоже будет островок. А домик этот из первой локации. Название обновления Hardcore. Ну, вы догадались? Похоже, что небо действительно затянется тучами, но в параллельном или потустороннем мире. Нас телепортируют в тот же пет-симулятор с такими же локациями, но с другой механикой, и это будет что-то вроде Corrupted Places. Это и хорошо, и очень плохо, потому что похоже на какую-то халтуру, тупо взять и скопировать свой же мир, обозвав это хардкор-модом и добавив туда бои. Ну, такая версия. Уж не знаю, может Престон вообще обновой не занимался, и поэтому она только через неделю. В общем, кто досмотрел до конца, всем желаю хьюгов, лучше радужных. Это Бамбак Тусплей, и до новых видео.